Всем привет! С вами Малина Travel. Короче, новости следующие. Вчера я подходила к собственникам снова, к Надежде, и сказала: давайте мы не будем пользоваться тепловентилятором, если это выходит накладно по электроэнергии, мы все понимаем, что это очень дорого и так далее. На что она ответила, что проблема не в вас вообще, проблема в личной жизни. Я так и не поняла, конечно, что она этим хотела сказать. И вы знаете, наверное, не стоит копаться в чьей-то личной жизни. Если они так решили, значит, они так решили. Далее я написала: просто мы подумали, может быть, мы что-то плохое для вас сделали. Она говорит: нет, нет, все хорошо. Вот. Но она в последнее время без настроения ходит и так далее. Сегодня утром я завтракала, и она пришла ко мне, спросила, нашли ли мы какие-то варианты. Я сказала: к сожалению, вариантов мы пока не нашли, мы до сих пор смотрим, сейчас это очень сложно из-за того, что большой наплыв русских и так далее. Я говорю: если нужно вот прям вот сейчас срочно, грубо, съехать, вы нам, пожалуйста, об этом скажите. Она сказала, что вам нужно съехать точно через 2 дня. Я говорю: окей, хорошо. Я говорю: давайте мы заплатим за то, что мы здесь живем. Ну вот последние дни с того момента, как она нам сказала съехать. Она говорит: нет, я считаю справедливым, так как я вас попросила съехать срочно, я с вас денег брать не буду, ничего платить не нужно. Вот это поступок. Сейчас я на сайте Сасо-Мэнже, вроде он манга, не знаю, как он, Мэнже, вот так он называется. Я сейчас накидываю все варианты в Телеграм, и так как у нас симка Серега была 1 на 2, он сейчас уехал работать и будет до вечера там, я сейчас поеду за симкой. И вот по этим вариантам, которые накидаю все в телегу, сейчас буду писать просто всем, потому что посуточно нам снимать будет крайне невыгодно, так как цены с того момента, как мы жили посуточно, повысились еще. То есть если мы отдавали самый дешевый, я помню, вариант, тогда был 2400 динар, то сейчас эта стоимость, ну, не в 2 раза, но в 1,5 точно увеличилась, и нам это будет очень невыгодно, конечно. Так что, пожалуйста, если вы живете в Сербии и знаете какие-то хорошие варианты, может быть, через знакомых и так далее, пожалуйста, напишите нам. Кстати, помните, я вам рассказывала про сим-карту, которая дешевая, Globaltel называется. Она-то дешевая, но вот на нее почему-то не приходят смс-ки и не поступают звонки. Вот. А еще мы хотели раздать интернет с этой сим-карты, чтобы как бы, ну, типа 2 телефонами пользоваться, 2 интернетами. Режим модема, в общем-то, включить, а он не работает. Вот. Вообще, в принципе, функционала нет такого в этой симке, короче. Последние деньки, ветерники. Не, я, кстати, вчера ходила в магазин, и я понимала, что, блин, это такой прикольный райончик вообще сам по себе. Такой тихий, спокойный, уютный, домашний какой-то вот такой. Хоть мы и здесь всего месяц жили, но мне кажется, это будет такое место, куда я захочу вернуться снова. Вот. И я сейчас так вспоминаю про Москву, про Ромашково. Это просто было, наверное, самое лучшее место, где я жила в Москве. Это было гипер уютно, гипер эстетично.
Наверное, так. Хотя нет, Бицу я тоже вспоминаю. Вот. Но в Бицу просто... В Бицу это такой, так сказать, вариант был, что мы только переехали туда, и, в принципе, это просто с душой вспоминается, как ты там проходил эти первые этапы освоения в Москве. Вот. Все, кто знает Бицу, ну, мало, конечно, кто знает там этот поселок. Ой, вот так дела. Не, ну Ромашково, конечно, я бы обратно однозначно туда переехала, я бы даже купила туда, там квартиру. Квартира сейчас, конечно, там ценник возрос за последние, сколько, 2 года. Стал прям высоким. И, блин, чтобы вы до конца поняли меня, что это за райончик, я вставлю и сделаю вам фоточки. Я вот сейчас поняла, что я вот записываю видео, и когда я иду с Серегой и записываю вот так вот на телефон, ну, по большому счету всем пофигу. А когда я иду одна и записываю вот так на телефон и говорю с камерой, глаз становится в 2 раза больше. То есть просто все внимание на меня. Я успела заснять. Классно. А вот она опять. Ну вот мы встретились наконец с Серегой. Вот зашли в строительный магазин опять, в этот, где я вам ценники показывала. Короче, сегодня писали по квартирам. Никто, вернее, ответили несколько человек, сказали, уже сдано. Написала агенту, с которым работали вот буквально месяц назад, когда искали квартиру. Сейчас будем, может быть, с ней еще как-то сотрудничать. Но, если честно, она, не знаю, она как-то какая-то странная, короче. Говорит, что таких вариантов нет, а мы залазим, варианты-то есть. И их очень много, просто нам-то неудобно, мы сербский язык не знаем. Вот, она знает и может как бы быстро проблему, да, эту решить. А мы пока напишем смс-ку, пока нам ответят, там этот вариант уже будет сдан, понимаете? Поэтому просим ее. Также тут такой прикол произошел. Все ж помнят, да, что я видео монтирую на заказ. И получается, мне пишет заказчик сделать видеомонтаж, нужно испортить видео, испортить видео презентацию. То есть, короче, его девушка работает учителем, и у них там какой-то конкурс учителей. Вот. И у него есть презентация конкурентки его девушки, и я так поняла, что он эти презентации будет включать. И он мне говорит, в общем-то, скидывает ее презентацию и говорит, надо ее испортить. Где-то шумы добавить, где-то черный экран, где-то еще что-нибудь, короче. Но я такая сначала, блин, бабки-то, конечно, всегда нужны, вот. Но что-то вот как-то, не знаю, мне прям так сильно не хотелось это делать. Потому что я посмотрела презентацию, там девушка такая, кажется, добрая такая, вот она любит детей. И, как бы, не хотелось портить, короче, ей жизнь. Зачем мне в этом участвовать? Вот, я ему пишу, извините, я в этом участвовать не буду. Я говорю, извините, я в этом участвовать не буду, пожалуйста, найдите другого человека, который вам это сделает. Вот, он говорит, а почему? Что здесь такого? Вот моя девушка будет
счастлива, типа, если она выиграет. Вы что, не хотите, чтобы она была счастлива, типа? Я говорю, нет, почему? Я хочу, чтобы она была счастлива. Но и, типа, я не хочу, чтобы это принесло несчастье кому-то другому. Ну, та же девушка тоже расстроится. Вот, он говорит, а что здесь такого? Мы же ее не убиваем. Вы так говорите, как будто мы ее зарезать хотим. Ну, короче, чувак вообще не догоняет в этом плане. Я так поняла, там совсем молодые. И, ну, типа, глупые еще. Ну, не догоняет, короче. Все. Вот, и он, короче, мне пишет. Я нашел, говорит, девушку, которая мне сделает. И скидывает, типа, эту работу сделанную. Думаю, блин, нахер он мне вообще это скидывает. Вот. Думаю, напишу, короче, этой девушке, которая пытается испортить видеопрезентацию ВКонтакте. Нашла ее. Я ей написала. Она мне не ответила. Прочитала все и не ответила. Думаю, ну я все равно ее предупредила. Мало ли что. Пускай будет начеку. Сделала доброе дело, так сказать.